Стая изголодавшихся косаток окружила одинокого и совершенно беззащитного китенка. Казалось, еще немного, и морские хищники растерзают малыша. Однако в самый опасный момент рядом появился тот, от кого подобной помощи никто не ожидал. Бескрайние воды Тихого океана хранят огромное количество загадок и удивительных историй. В один ничем не примечательный день группа морских биологов отправилась в океан на исследовательском судне. Их главной задачей было наблюдение за миграцией серых китов, однако судьба приготовила для ученых совершенно неожиданное открытие. Ранним утром, когда первые лучи солнца лишь начинали окрашивать далекий горизонт мягкими розоватыми оттенками, внимание исследователей привлекло странное движение на поверхности воды. Вдалеке они увидели одинокого китенка, который словно потерялся среди бесконечных океанских просторов. Корабль осторожно изменил курс и приблизился, чтобы биологи могли лучше оценить происходящее. Малыш выглядел растерянным и сильно напуганным. Он был еще совсем юным и, судя по всему, по-прежнему нуждался в материнском молоке, защите и постоянной заботе. Исследователи с тревогой смотрели, как китенок беспокойно кружил на одном месте, периодически издавая протяжные жалобные звуки, будто пытался позвать свою мать. Довольно быстро специалисты поняли, что перед ними находился детеныш синего кита, крупнейшего животного, существующего на нашей планете. Но возникал главный вопрос: где находится его мать? Биологи внимательно осмотрели окружающие воды, надеясь увидеть поблизости взрослого кита, однако поиски ничего не дали. Маленький кит оказался совершенно один посреди огромного океана. Экипаж решил пока не предпринимать никаких активных действий, чтобы случайно не напугать малыша еще сильнее. Вместо этого ученые продолжили наблюдать за ним, рассчитывая, что мать вскоре вернется. Однако проходил час за часом, а положение не становилось лучше. Китенок все так же пытался отыскать маму и постепенно уходил все дальше в открытый океан. Ближе к полудню исследователи заметили первые действительно опасные признаки. Малыш начал заметно уставать. Его движения становились все более медленными и неуверенными, а жалобные крики раздавались значительно реже. Биологи прекрасно понимали, что без материнского молока и защиты столь молодой кит долго самостоятельно не выживет. И внезапно вода вокруг него словно ожила. Неподалеку появилась группа косаток, заметившая легкую и практически беззащитную добычу. Черно-белые хищники начали двигаться вокруг китенка, постепенно сокращая расстояние и сжимая кольцо. Люди на борту исследовательского судна с ужасом следили за происходящим, прекрасно осознавая, насколько мало они могут сделать в такой ситуации. Косатки славятся невероятной координацией и умением действовать во время охоты сообща. Уже через несколько мгновений они перешли к атаке. Самая крупная особь резко устремилась к китенку, нацелившись прямо на его хвостовой плавник. Атака оказалась точной. Косатка схватила малыша за хвост и попыталась потянуть его вниз. Китенок отчаянно вырывался и пытался сопротивляться, однако силы были совершенно неравными. Его протяжный крик разнесся над океаном, и люди на борту почувствовали, как от увиденного буквально сжимаются сердца. Все выглядело так, будто судьба малыша уже решена. Казалось, пройдет еще несколько минут, и стая окончательно расправится с ним. Именно тогда случилось то, чего никто не мог предвидеть. Спокойная еще несколько мгновений назад поверхность океана вдруг вздыбилась, после чего из глубины показались массивные темные силуэты. К месту нападения быстро приближалась группа горбатых китов. Они словно внезапно появились из ниоткуда и направились прямо к китенку, принадлежавшему совершенно другому виду. Ученые буквально не верили собственным глазам. Горбатые киты, которые обычно стараются избегать опасных столкновений с касатками, теперь сами целенаправленно двинулись на хищников. Их огромные тела стремительно ворвались в строй охотящейся стаи, мгновенно разрушив идеально организованную атаку.
Вода вокруг китенка превратилась в бурлящий хаос. Горбачи с огромной силой били хвостовыми плавниками по поверхности океана, поднимая брызги и создавая мощные волны. Касаткам становилось все сложнее сохранять строй и продолжать нападение. Но одними отвлекающими действиями неожиданное вмешательство не ограничилось. Горбатые киты начали активно использовать массивные грудные плавники, длина которых у взрослых животных способна достигать примерно 5 метров. Эти гигантские конечности весом в сотни килограммов превращались в чрезвычайно серьезное средство защиты. Даже для взрослой и опытной касатки прямое столкновение с таким плавником могло закончиться тяжелой травмой. Стая явно не ожидала настолько мощного сопротивления. Постепенно касатки начали отходить от китенка. Однако два особенно крупных горбача продолжили двигаться вслед за ними, заставляя хищников отступать все дальше от места первоначальной атаки. Еще недавно идеально организованная охота полностью развалилась. На борту исследовательского корабля царило невероятное возбуждение. Ученые торопливо снимали происходящее, записывали наблюдения и старались зафиксировать каждую подробность необычной встречи. Они прекрасно понимали, что становятся свидетелями события, которое может оказаться чрезвычайно ценным для науки. Когда последние касатки наконец скрылись вдали, исследователи с огромным облегчением убедились, что маленький синий кит выжил. Он оставался сильно испуганным и уставшим, однако серьезных повреждений на первый взгляд не получил. Убедившись, что непосредственная опасность миновала, большинство горбатых китов постепенно начали расходиться в разные стороны. Но полностью бросать спасенного малыша они не стали. Одна крупная самка задержалась рядом. Она осторожно подплыла к китенку, после чего начала мягко подталкивать его телом в определенном направлении. Специалисты быстро поняли, что горбатая китиха словно пытается вывести потерявшегося детеныша из опасной зоны и направить его туда, где ему будет безопаснее. В течение следующих нескольких часов исследовательское судно двигалось неподалеку, а команда продолжала наблюдать за необычной парой. Горбатая китиха практически постоянно держалась рядом с маленьким синим китом. Временами она осторожно касалась его и мягко направляла вперед, словно успокаивая после пережитого нападения. Картина оказалась настолько трогательной, что даже некоторые опытные члены экипажа не смогли скрыть эмоций. Люди прекрасно знали, что наблюдают за дикими животными, однако происходящее удивительно напоминало проявление настоящей заботы. К вечеру на горизонте появились новые огромные силуэты. Исследователи вскоре поняли, что перед ними группа синих китов. Горбатая самка будто тоже заметила их присутствие и начала постепенно направлять своего подопечного в сторону сородичей. Создавалось впечатление, что она намеренно пытается передать спасенного малыша под защиту животных его собственного вида. Синие киты заметили приближавшегося детеныша и явно заинтересовались им. Одна взрослая самка отделилась от остальных и приблизилась к китенку. Некоторое время она находилась рядом, внимательно исследуя незнакомого малыша. Спустя несколько минут ситуация словно разрешилась сама собой. Китенок присоединился к группе, после чего синие киты начали постепенно удаляться в открытый океан. Горбатая самка еще некоторое время оставалась неподалеку и наблюдала за ними, а затем медленно изменила направление и поплыла прочь. Ее удивительная миссия завершилась. Она помогла спасти совершенно чужого детеныша и фактически подарила ему новый шанс остаться в живых. Увиденное произвело на исследователей огромное впечатление. Многие из них не могли поверить, что собственными глазами наблюдали настолько необычное проявление межвидовой помощи. Этот случай заставил специалистов совершенно иначе взглянуть на поведение китообразных и возможную сложность их эмоционального мира. В последующие дни экспедиция продолжала работу по первоначальному плану, однако участники постоянно возвращались в разговорах к произошедшему спасению. Особенно ученых интересовал вопрос, был ли этот эпизод редчайшим исключением,
Или горбатые киты действительно способны регулярно вмешиваться в нападения касаток? Команда начала собирать данные о похожих наблюдениях, и вскоре выяснилась удивительная вещь. Подобные случаи уже происходили прежде. Оказалось, что горбатых китов неоднократно замечали в ситуациях, когда они вмешивались в охоту касаток. Причем иногда объектами их защиты становились не только другие горбатые киты, но даже совершенно посторонние животные. Эта информация заставила исследователей еще серьезнее задуматься о причинах столь необычного поведения. Особое внимание привлек эпизод, произошедший несколькими годами ранее в антарктических водах. Тогда горбатый кит неожиданно вмешался в нападение касаток на тюленя. Более того, это невероятное событие удалось зафиксировать на видеокамеру, после чего запись вызвала большой интерес среди специалистов. По словам очевидцев, преследуемый касатками тюлень в какой-то момент оказался рядом с огромным горбатым китом и сумел забраться на его тело. Животное укрылось возле массивного грудного плавника-гиганта, используя его словно небольшой безопасный остров среди океана. Самое поразительное произошло дальше. Горбач не попытался избавиться от неожиданного пассажира. Наоборот, его последующее поведение выглядело так, словно кит сознательно решил помочь тюленю спастись. Около 20 минут огромный кит удерживался таким образом, чтобы тюлень оставался на его теле вне досягаемости касаток. Горбач маневрировал, изменял положение и не позволял хищникам приблизиться к животному. Лишь когда преследователи наконец отказались от охоты, кит осторожно позволил тюленю снова оказаться в воде. Этот случай, как и история спасения потерявшегося китенка, заставил многих специалистов серьезно пересмотреть привычные представления об эмоциональных возможностях китов. Исследователи все больше склонялись к мысли, что внутренний мир этих огромных морских животных может быть значительно сложнее, чем наука считала раньше. В течение последующих месяцев ученые анализировали собранные материалы, сравнивали наблюдения с ранее задокументированными эпизодами и пытались найти рациональное объяснение подобным поступкам горбачей. Одной из возможных причин исследователи назвали эмпатию. Создавалось впечатление, что горбатые киты способны реагировать на признаки опасности и страдания других животных, даже если те совершенно не связаны с ними и принадлежат к другому виду. Возможно, многократное столкновение с касатками сформировали у горбачей сильную реакцию на сам процесс нападения, заставляющую их вмешиваться всякий раз, когда они слышат или замечают происходящую охоту. Но даже такое объяснение не делает эти случаи менее удивительными. Получалось, что гигантские морские млекопитающие способны рисковать собственным здоровьем ради существа, от которого не получат никакой очевидной выгоды. Подобные наблюдения вновь поставили перед исследователями сложнейший вопрос о происхождении альтруизма и взаимопомощи в животном мире. История спасенного китенка быстро получила широкую известность и тронула огромное количество людей. Неожиданное открытие имело последствия, выходящие далеко за рамки одной научной экспедиции. Оно позволило привлечь дополнительное внимание к изучению китов и еще раз показало обществу, насколько сложными могут быть поведение и социальные связи этих океанских гигантов. Люди все чаще начали воспринимать китов не просто как громадных животных, перемещающихся по морям и океанам, а как существ с развитым социальным поведением, способностью взаимодействовать, защищать друг друга и, возможно, проявлять эмоциональные реакции, которые когда-то считались исключительно человеческими. Рост интереса к судьбе морских млекопитающих способствовал и развитию природоохранных инициатив. Во многих странах меры, направленные на сохранение популяции китов, начали получать все большую общественную поддержку. Появлялись новые охраняемые морские территории, а некоторые уже существующие заповедные зоны постепенно расширялись. Так эта удивительная история стала еще одним напоминанием о том, насколько неожиданной может быть природа. Даже в мире, где борьба за выживание ежедневно заставляет животных охотиться, соперничать
и защищаться, иногда случаются поступки, которые трудно объяснить исключительно инстинктами и холодным расчетом. Иногда помощь приходит оттуда, откуда ее совершенно не ждешь. И порой удивительные уроки сострадания преподносят человеку вовсе не другие люди, а гигантские создания, живущие в глубинах океана. Возможно, продолжая наблюдать за китами и изучать их сложное поведение, человечество сможет узнать не только новые тайны морского мира. Кто знает, быть может, эти величественные животные однажды помогут нам понять еще кое-что важное и о нас самих.